Конец ноября, и я одна в тайге. На Урале серый и тихий ноябрь. Серый от того, что давно не было солнечного света, и от того, что нет снега, которого обычно в это время года в тайге достаточно. Тихий от того, что многие птицы улетели на зимовку в теплые края. Лишь изредка дятлы стучат по стволам деревьев, или синички робко насвистывают свои уже зимние песни. Лес, казалось бы, замер в ожидании снежного покрова, чтобы наконец-то впасть в зимний сон. Совсем нетипичная погода для Урала в этом году. Обычно в это время года уже сугробы у нас. А тут просто, сами видите, совсем без сугробов. Был снег, полежал немножко и все. Аномальное тепло. Сегодня плюс 6 градусов. Сейчас захожу в тайгу, точнее я уже, наверное, минут 20 иду. Топаю до одной избушки. Я там ни разу не была, у меня есть просто геометка, и пойду по ней. Посмотрю, осмотрюсь, поживу пару дней. Вот сейчас, кстати, по пути очень интересное дерево. Вы можете заметить то, что оно очень хорошо обглодано лосями. Лосей очень много. На самом деле, пока я шла, когда только зашла в лес, минут 5 прошла и двух лосят подросших встретила, уже такие высокие они. Убежали моментально, не успела заснять. Сама не поняла, как у меня камера разрядилась. Вот сейчас она у меня немножко подзарядилась, и я начала съемку. Ой, какие-то завалы впереди. Надо успеть до темноты. Стемнеет уже где-то через час-полтора. И мне надо успеть как-то добраться. Пока что такой лес тут березовый преимущественно. Дальше будет уже другой, хвойный, перемешанный. Изба эта стоит на небольшой речушке таежной, так что с водой у меня проблем быть не должно. Но также у меня с собой есть еще и питьевая вода, которую не надо будет кипятить. 2 литра с собой взяла. Уже начинает смеркаться. Закат скоро прям чувствуется. Здесь, судя по глубине, ходил лось, либо кабанчики. Тут живности всей полно. Изба, куда я иду, довольно в таком диком месте. О, прям хороший такой отпечаток. Но это лось. Скорее всего, кобылка. Здесь им гулять хорошо, потому что лес такой не густой, не сильно густой, точнее. Такой более открытый, и им свободно тут можно передвигаться удобно. Судя по следам, тут лосей бывает очень много. Прям все истоптано ими. Такое ощущение, будто бы я иду где-то, наверное, в сентябре, никак не в ноябре. Ну, правда, листьев уже нет на деревьях. Но то, что не холодно, за счет этого так кажется. Я даже вот в кепочке сегодня своей любимой. Не в шапке. Ну, шапка есть, конечно, с собой в рюкзаке. Но все равно необычное ощущение, я скажу вам. Опять какая-то болотина. Этот лес мне, в принципе, знаком, но не в этой части. Так глубоко я еще не забиралась в лес. И как-то даже немного жутковато. Нет, это бревно какое-то стоит. Точнее, корень. Деревьев много поваленных. Вообще очень много. У меня есть небольшая проблема. Дело в том, что, как оказалось, я не прогрузила до конца карты
где находится избушка. Я думала, что карты прогрузились. Загрузилась карта, чтобы офлайн карты были, потому что тут сети нету вообще никакой. Но, как оказалось, они не прогрузились. Просто пень какой-то. Я думаю, что такое черное сзади. Думала, зверушка. Не прогрузились карты, и вот в этом сейчас у меня проблема. Единственное, что у меня есть ориентир, я знаю, что изба справа от меня где-то там должна быть. И рядом должна быть речушка. Речушку эту я нашла. Я вот сейчас от нее отошла немножко и заметила, что у меня нету геометки, точнее карта не загружена. И черт его знает, когда я дойду. А уже как бы темнеет. И как-то мне не весело от этого. Пойду вдоль реки. Надеюсь, что она уже скоро, эта изба, потому что в темноте идти в тайге вот в это вот, я думаю, это не совсем безопасно. А у меня с собой нету палатки. У меня есть с собой только летний спальник, потому что я планировала в избе ночевать. Ну, в принципе, я тепло одета, у меня с собой легкая пуховочка, еще и шапка. Штанишки даже теплые надела. Ну, в смысле, не надела, с собой взяла в рюкзаке, у меня лежат на всякий случай. Вот эта река, и где-то вдоль нее должна быть изба. Вот так и пробираюсь до речки. Эх, Ксения Андреевна, куда тебя занесла? Вроде переходить не надо, насколько я помню, на этом берегу должна быть изба. Все такое заросшее. Надо идти дальше. Точно не на ту сторону. И это меня радует, потому что здесь вообще просто кустарник такой сильно заросший. Не хочется туда даже соваться. Хочется скорее добраться до избы и растопить печку. А то все более жутко становится. Я вообще в темноте не люблю ходить. Не только в лесу, но и в городе. Я вообще темноту не люблю. А тут в тайге. И сети нету. Надеюсь, что мой внутренний компас все-таки меня выведет. Хотя со своей памятью я бы сильно не надеялась. Я улыбаюсь, смеюсь, да. Но мне совсем не до смеха, ребята. Совсем не до смеха. Надо двигаться. Все, уже закат прошел. Сейчас вот-вот станет темнее еще. А потом кромешная тьма. Я уже достала фонарик, вот надела, если что. Вот включу. И буду с ним идти. Надо разговаривать постоянно, чтобы зверь слышал то, что я иду, чтобы на меня случайно не вышел. Или не случайно. Медведи как бы не легли еще. Для них это очень непривычно. Возможно, кто-то еще жир не напас. Возможно, кто-то уже потратил просто так. Но они вроде как должны возле берлог уже ходить. Далеко не отходить от них. Но кто его знает, где здесь берлоги? Лично я не знаю. Ладно, пошла скорее. Я иду через лес. Через лес. Зверушки, я тут. Я иду. Зверухи, я рядом. Я иду. Ай, чуть не поскользнулась. Так, ну вот здесь вот повалено дерево, видно, кто спил. Возможно, кто-то его спилил. Может быть, и изба недалеко. Не зря же его тут спилили. Да, это по-любому спил. Вот, видите? Спил идет. Значит, изба недалеко, но может быть, просто его спилили.
Судя по всему, очень давно. Вроде более такой светлый этот участок появляется уже. А вот тут вот он. Вот тут вот углубление, а тут чей-то след. Похоже, кабан либо косуля, непонятно. Ой, вот это приключение, как обычно, что тогда придумала она. Дома не сидится, да, Ксения Андреевна? Надо в тайгу идти. Не получилось у меня пораньше приехать, только вот сейчас, к вечеру ближе. Надо было где-то остановиться, наверное, чтобы в сам лес с утра отправиться. Я сначала на поезде ехала, потом нашла заброску до ближайшей деревни, и вот от нее и топаю. Ксения Андреевна топ-топ-топ по тайге, сказы рассказывает, басни говорит. Это я специально говорю, чтобы меня слышно было зверукам, чтобы слышали, что я иду. Предупреждаю. Топ-топ-топ. Я иду, я иду, я иду. Иду, я иду, я иду. О! Чуть не упала. Вот тут вот тоже след прям такой хороший. Ну, на камеру не особо видны они. Здесь вообще все прижато хорошо. Видать, звери ходят к этой таежной речушке водичку попить. Совсем не до смеху. Ксении Андреевне, то есть мне. Как же так, а? Да уж. Топ-топ-топ. Я иду, я иду, я иду. Ой, это ж капец, тут какая-то болотина. Я иду, я... Иду, я иду. Топ-топ-топ. Ксения Андреевна топает. Топ-топ-топ-топ. Еще темнее стало. Вот как будто бы, знаете, кто-то оп, на кнопочку нажал и стало чуть темнее. Топ-оп. А через 10 минут, я уверена, уже будет тьма тьмущая. А вот этот вот момент переходящий, когда вроде бы еще светло так немного, да? А потом моргнуть не успеешь, как уже темнота. Ребята, у вас такое бывало когда-нибудь? Или только у меня такое бывает? Топ-топ-топ. Оп-оп. Оп-оп. Песню петь я не буду, мало ли понравится. Потому что если я запою, то волки завоют. Так я пою красиво. Оп-оп. Оп-оп. О, вот я приключение себе нашла. А вот там что такое свободненькое. Попробую отойти немного от реки. А это дорога. Дорога. Дорога, реально. Да. Охотничья дорога, по которой, скорее всего, я должна была идти. Можно выдохнуть. Можно выдохнуть. Скорее всего, по этой дороге, потому что вот эта дорога, она идет вдоль этой реки, ну, чуть-чуть подальше. И по идее я должна была выйти на эту дорогу. Я не знаю, как я на нее не вышла, но так вот бывает. Вот буквально, наверное, минут через 10-15 уже будет тьма полнейшая. И будет совсем страшно. И мне сейчас нужно как-то ускориться. Пойду по этой дороге. Выбора у меня нету. И посмотрю, что из этого получится. О, Леший, Леший, спасибо, что помог. Спасибо, что помог и вывел на дорогу. Куда-нибудь, да, надо приведет, на самом деле. Надо, наверное, свет включить чуть-чуть. А то уж так себе видно. Вот так вот. Топи, топи, топи. Топ, топ, топ. Вот тут там такие пустоты. О, смотрите, ребята. Видите, там вот
Сейчас подсвечу. Вот там, не знаю, видно на камеру или нет. Там береста содрана с деревьев. Значит, ее снимал человек. Так она точно не отпадет. Скорее всего, как раз таки для растопки печи в избе. Можно по таким вот этим определить, что, возможно, рядом какое-то жилище есть лесное. А я тем временем топ-топ-топ иду. Ноги чуть-чуть надо помыть, наверное. Потом такая грязюка была немножко. Все помыла и топ. Топ. О! Вот она! Вот она передо мной стоит. О, даже какие-то два домика. Прикольно. Я дошла. Здорово. А там что такое? Вот там какое-то одиночное строение. Скорее всего, туалет, наверное. А может быть, дровяник. Вот. Вот одна постройка. И вон там вон вторая постройка. Здесь какие-то завалы непонятные. Ладно, пойдем. Тут еще что-то странно сделано. Пойду посмотрю. Так, дровишки. Горбыль валяется. Тут дровишки. Посветлее сделать свет. Тут дровишки. О, казанчик. Тут что? Мангал, скорее всего, он там стоит. Стол, топор. Топор прямо на улице причем. Так, здесь вот она, речушка, журчит. Ой, господи, испугался. Это выворотень стоит вон там, вот я думаю, Мишка. Тут умывальник и зеркальце. Ага. Там, конечно, все застыло. Видно, давно его не использовали. Ладно, завтра посмотрю. Тут мусор какой-то валяется. Пойдемте посмотрим вот это строение. Так. Ага. Ух ты. Ничего себе. Вот это да. Такие окна панорамные. Вытяжка. Вытяжка. Ух ты, ничего себе. Вот зачем. Только хотела спросить, зачем. А здесь вот. Можно готовить. Представляете? Прям на столе. Ну-ка. Бочка. Бочка. Дровишки. Ну, конечно, беспорядок. Видно, тут давно никого не было. Ну, что такое? Даже не знаю, что это такое. Ничего себе, какая пила старая. Так. Смотрите, ребята. Вся в паутине. Вот это пила, так пила. О! Там, скорее всего... Нет, есть что внутри. Ну ладно. Если что, завтра попробую зажечь лампу. Посмотрим. В избе, наверное, не стоит, а здесь, в принципе, наверное, даже можно. Зачем-то тут розетки с этим шнуром. Непонятно. Надо сейчас посмотреть, как там внутри избы. А она даже не подпертая была. И вообще как будто не закрытая. Странно. Так, дровишки чуть-чуть есть. Котелок. Шкафчик. Какой-то калош валяется. Береста есть. Какой модный. Какой-то журнал, что ли? А, календарь. Календарь. Какой-то 24-й год. 24-й год календарь. С девушками. А, это Одес, понятно. Наши пермские производители квадроциклов, снегоходов. Ладно. Тут вода стоит или газировка, что это? Вода какая-то. Не буду ее использовать. И вот какая-то дверь, вход. А вот и жилище мое на пару дней. О, да. Прохладненько, конечно, здесь. Закрою двери пока. Все, осмотрю. Так, печка есть. Грязноватенько, конечно, маленько. Подушки почему-то лежат тут, они подвешенные
потому что в них, если так вот класть, то в них мыши могут завестись. Ну, в принципе, вон какашки машины, я и могу наблюдать в углу. Есть такое понятие, как мышиная лихорадка. Главное не заболеть. У меня уже выбора нет в любом случае, тут надо будет оставаться. Ну и здесь тоже заметно, что вот погрызено тут какие-то вещи. Тут у нас что? Продукты. Тут, кстати, нету мышиных экстрементов. Не замечено. Ну вот парочка есть, и все. Даже не погрызено ничего. Семечки жареные, мышки даже не тронули, не поели. Так, что у нас здесь? Кофе, сливочное масло, кофе, подсолнечное масло, какие-то витамины. И, в принципе, почему-то тут выключатель. Свет, что ли, есть? Нет, света нет. Откуда тут свет? Наверное, генератор. Генератор, наверное, вчера привозит хозяин и его уже использует. Да, скорее всего, так и есть. Наверное, с генератором приезжает и уже здесь вот освещение есть. Здесь одно окно, в принципе, и все, как и должно быть в нормальных избах. Тут почему-то целая куча обуви. 1 пара, 2 пары, 3 пары. Вон, кстати, калош, это самая, которую одну я нашла там. Тапочки есть. Надо будет мне убрать подушки, встряхнуть, все. Я буду спать, естественно, в своем спальнике. И, в принципе, можно будет и готовить. Но для начала надо будет растопить печку. О, хорошо как. Ой, как я устала тащить рюкзак. Он тяжелый, ребята. У меня там пауэрбанков много. Пауэрбанки, сколько у меня их? Штук 5 точно есть. Плюс вода еще. Еда, вода. Это, в принципе, все, что у меня тут в моем рюкзаке. План такой. Сегодня приберусь, наверное, здесь в избе. А завтра я займусь уборкой в веранде. Уборка в веранде. И на территории тоже там немножко подприберусь. Как раз лежали на лавке, как будто бы для растопки. Я думаю, возьму, не обидятся. Дров много, если что, то можно будет наколоть. Печка обогревает избу, так что можно заняться уборкой. Для начала, наверное, протру стол. Тряпки у меня нет, но у меня есть влажные салфетки, есть хоргексидин. Спросите меня, зачем он? Он антисептик. Так как я нашла мышиный помет, то думаю, лучше обеззаразить его, потому что здесь будут продукты. Вот, кстати, вот тоже мышкины. Мышкины маленькие какашки. Надо будет сейчас все протереть хорошенько. Еще раз протираю, все еще такая вот грязная. Да, так мне ничего не хватит. Так, одна подушка. Вторая подушка. И третья подушка.
сложила подушки в одеяло и вынесла в сени, там на лавку положила. А вот это сейчас надо будет мне вытряхнуть. Матрасы тоже убрала отсюда, в сени убрала. Тут был еще поролон, тоже пока что в сени вынесла. Сначала тут подмету, и потом поролон переверну и постелю. Что, уже подустала приборкой этой. Надо теперь застелить пледы и доставать свое спальное место. Нет, сначала подмету, вымету все, что я смела с этих огромных нар. Я не знаю, сколько человек влезет, но 3 точно влезут. Они прям широкие и длинные. Ой, ладно. Стало жарко, печка шпарит очень сильно. Надо снять, наверное, мембранные штанишки. У меня там под низом лосины с начесом. Самое то мне будет ходить комфортнее. О, снег. Снег идет. Завтра проснусь, тут сугроб будет, наверное. Пошла я за водой до речки. В планах приготовить суп. В какой-то веке решила в походе суп приготовить. Оп-оп-оп! Оп-оп! Сразу предупреждаю зверей, потому что здесь реально какой-то звериный угол. Оп-оп-оп-оп-оп! Чтобы ушли. Блин, жутко. Реально жутко идти. Ну, сейчас быстренько соберу. Точнее, наберу воды и пойду. Вроде глаза не горят. Так, там что-то блеснуло. Здесь вроде тоже нет. Взяла с собой 4 яйца. Одно я добавлю себе в суп, а 3 оставлю себе на завтрак. Позавтракаю вареными яйцами. Ну и там у меня немножко овощей есть с собой. Нарежу их. Думаю, будет нормальный такой плотный завтрак. Все, приготовилась. Сейчас надо будет достать яички. Как ветер задувает, ужас. И пока они немножко подостывают, я как раз таки буду варить. Думаю, одной ножки будет достаточно. Аромат такой свежий от укропа. Сразу же лето вспомнилось. Прибралась и стало гораздо уютнее, чем было. Нет вот этих вот грязных подушек, одеял.
Нету матрасов грязных, чистота, красота. Посуду грязную сюда убрала. Здесь на полке тоже убрала лишнее, чтобы не привлекало мышей. В принципе, уютно, но все равно чего-то не хватает. Наверное, ковра не хватает. Ковра и скатерть сюда бы положить было бы вообще здорово. Но у меня с собой этого нету, к сожалению. Эти макароны называются рисони. Ни разу еще их не пробовала, и вот сейчас первый раз добавлю в суп свой. Наконец-то сварился суп. Я очень сильно проголодалась. Сначала надо наложить гущу, раз у меня поварешки нет. И после этого бульонную. Подытожу сегодняшний день. Я все-таки смогла и добралась до этой избы. Прибралась худо-бедно, на что у меня были возможности, потому что хотелось бы, конечно, здесь прибраться с какими-нибудь средствами, потому что тут много всего нужно отмывать. Но этого у меня не было. Обошлась тем, что у меня было: перекисью, ой, господи, хлоргексидиром и влажными салфетками. На завтра план таков. Я думаю прибраться в сенях и прибраться в веранде. Завтра думаю встать пораньше и заняться этим всем. Также хотелось бы на территории немножко прибраться, хотя бы сложить то, что валяется. Допустим, тот мусор, который, я заметила, лежит рядом с бочкой. Возможно, какая-то зверуха подоставала. И там посмотрим, чем я еще займусь. А сейчас, наверное, буду ложиться спать. Время уже 10:30 вечера. Как-то время моментально пролетело. Очень сильно сегодня устала. Особенно стрессанула из-за того, что не знала, куда идти. Ну так, примерно только. Так что сейчас буду укладываться спать. Всем доброго утра. Спала очень крепко. Какой-то сон хороший снился. Не помню, правда, его, но приятный сон. Ой, так тихо, даже как-то, не знаю, такая тишина, как будто давит на уши. Мышей не было слышно. Хотя вчера видела, как они там скакали по поленнице. Такие крупненькие, такие мышки серые. Сейчас я, наверное, буду готовить себе завтрак. Яйца вчера отварила. Одно из которых у меня счастливым образом упало потом и разбилось. У меня осталось одно яйцо, есть немножко овощей. Сейчас нарежу это все и позавтракаю. Ночью печка так накочегарила. Я даже вот эту вот тормуху верхнюю сняла. Брала все себе под голову, потому что подушечка вот эта моя, она какая-то слишком плоская и не совсем удобно. У меня тут духовка моя под ней, толстовка и тормуха тоже была. И стало гораздо удобнее спать. Теперь можно и позавтракать. Вот яйцо как сделала. На 2 части поделила. И салатик. Всем приятного аппетита, кто тоже ест.
Приступила к уборке. На полке над кроватью также лежали 2 подушки. Я их вынесла сюда в сени. Также там какие-то вещи лежали. Я их положила в пакет и тоже сюда же вынесла. Сейчас моя задача разложить нормально матрасы, которые вчера вынесла, одеяло и подушки. Почему я их вынесла? Потому что в доме мыши бы там свили гнезда в них. Там и так уже достаточно вот этих вот какашек мышиных. И я решила, что так будет правильнее. Плюсом скоро морозы, и подушкам, матрасам будет гораздо лучше на свежем воздухе. То есть, чтобы вот это вот все из них выветрилось и убралось. Не знаю, пригодятся ли хозяину. Подушки сами видели, какие они, просто какие-то все сольные, грязные. Их вообще проще выкинуть, либо сжечь. Но, естественно, этого делать не буду, потому что это не моя изба, не мой дом, не мои порядки. Но на свежем воздухе им будет гораздо лучше. Думаю, хозяин даже скажет спасибо, то, что все вынесла сюда. Не будет против. Смотрите, какой добротный топор. Да, тяжеленький, хороший. Каун такой. Так, шмяк. И дровишки готовы. Оставлю его пока здесь. Не показала общий беспорядок. Тут я уже сложила вот это. Здесь вот так вот. Подушки, которые вчера вытащила. Ну и, соответственно, на полу тоже беспорядок. Надо будет все вымести. Надо вот тут еще тряпки все убрать. Смести с полок. Наверное, вот этой вот грязной тряпкой смету. Как раз таки. Посуду всю вот в этот угол уберу. Потому что здесь посуда есть. Хозяин потом, если приедет, не потеряет. Паутину все тут тоже смету. Либо вот в коробку лучше, наверное, убрать даже посуду. Тут коробка вот стоит. Можно сюда посуду сложить и закрыть коробку, чтобы не пылилось. По идее, сюда бы вообще чистящее средство и все хорошенько перемыть. Вот так вот сегодня на улице. Даже не показала вам. Хотя сама уже выходила. Припорошила снежком, ночью шел немного. Ну, в принципе, и не особо что-то изменилось. Так, тут банка какой-то. Мусор пособираю, похожу. Единственное, что не знаю, тот мусор сжигать или нет, потому что тут прям я посмотрела, вся вот эта вот бочка, она вся в мусоре. Пойдемте в туалет посмотрим. Покажу вам. Тут такая тропинка такая. Оп-оп-оп. И кабинка. Туалетная кабинка. Ух ты, как чистенько. Смотрите, как чистенько. Ну, более-менее, конечно. Бумага стоит. Вот там вот. Ну, в принципе, светлый такой туалет. Вот там вот осиное гнездо маленькое. Нормальный туалет. Как туалет. И вот уже другой совсем вид. Сверху накрыла этой металлической какой-то дверцей, чтобы ветром не раздувало. Нормально. Там тоже мусор прибрала. Здесь, конечно, мусор тоже валяется. Кстати, вот еще банка. Я тоже подберу. Она сожженная, правда. И губка. Кем-то погрызенная. Скорее всего, мышами. Тоже подберу. Я вам вчера толком ничего не показала, потому что темно было. Здесь, смотрите, костровище есть. Причем оно залито бетоном. Ну, цементом в смысле.
уборку в пристрое к избе я закончила. Теперь так вот все аккуратно, чисто. Не мешало бы пол помыть, но у меня нет средств на это. Средства для уборки. Вот с ним было бы хорошо тут помыть, но есть нюансы. Во-первых, у меня нет этого средства. А во-вторых, если сейчас помыть тут пол, то он моментально заледенеет. То есть здесь будет просто-напросто каток. Мыть, конечно, лучше в теплое время года, в неотапливаемых помещениях. На данный момент я прибралась на территории, убрала всякий ссор, мусор, прибралась в пристрое. В избе я еще вчера прибралась. И сейчас у меня осталась только веранда. Надо сейчас прибраться в веранде. Вот и себе работа-то нашла, да? Посуду прибрать как-то все в одну кучку, а тут тоже разбросано. Да и пыль можно смахнуть тряпкой. Тряпку я нашла, вон той, которой я там встряхивала. Думаю, пойдет. Да. И надо будет что-то придумать себе сегодня на ужин. У меня есть сосиски. Думаю, их пожарить. Есть у меня также еще ризонни, как это называют, забыла. Вчера вот помню, я сегодня забыла. Ну, вот маленькие макароны по типу риса. Есть у меня еще кукуруза, можно ее поджарить. И также есть у меня еще что? Да вроде бы все. Надо посмотреть. Немножко еще овощей есть. Но это вечером. Сейчас, наверное, немножко отдохну. Может, чай попью. А вечером, возможно, тут попробую разжечь костер и пожарить на сковородочке, на костре. Посмотреть, как это работает. Работает ли вообще вот эта вот вытяжка. Руку надо отмыть. Как какая-то грязная уже. Нос прочистить. Простите. Надышалась пылью. Надо нос прочистить, сейчас промыть. Надо этой пыли от этих машинных экспериментов. Потому что все равно как бы опасновато все это делать. Как ни крути, есть такая болезнь, как мышиная лихорадка. И не хочется ею заболеть. Сейчас немножко прогуляюсь возле домика. Подышу свежим воздухом после пыли. Так, вот это вот дорога, по которой я пойду уже завтра. Никуда не сворачиваю. Я решила идти по этой дороге. Потому что эта дорога точно приведет меня до деревни. Я вчера не туда свернула, спутала. Немного отдохнула. Теперь можно и тут прибраться. Для начала с пола обтеру все. Посуду убрала со стола, перенесла все на полку. Вот сюда. Аккуратненько все сложила. Конечно, она не помытая, в идеале бы все перемыть. Но я думаю, это лучше в теплое время года делать. Осталось только убрать со стола грязь, какашки машинные и прочее. Вытряхнуть половики, которые лежат на лавках, и потом подмести. И, в принципе, уже будет уютно и симпатично. То есть уже не будет казаться, что все тут так заброшено. Паутинище убрать отсюда другое. Это все. Фитилька нету, не зажечь. Тут фитилечек должен быть. Но его нету. Видать, сгорел уже.
А я так хотела вечером зажечь эту лампу керосиновую, костерок разжечь и в уюте посидеть. Запыхалась. Тут мусора просто ужас. Это куча мусора, это все вот отсюда. Но зато смотрите, какой сейчас вид. И топаю ставить на место метлу. А ее место вот тут. Ура, я это сделала. Фу, надо пройтись еще немножко, подышать воздухом, наверное. Дверь пока тут оставлю открытой, пусть проветрится хорошенько. Пока немножко пройдусь, подышу воздухом. Потому что совсем, мне кажется, все легкие забиты вот этой пылью, запахом машинных какашек и тому подобное. Пройдусь маленько вперед. А, как хорошо. Чистый воздух, свежий такой, таежный. Здорово. Как все-таки классно, что я выбралась. Отдыхаю просто. Физически, конечно, я пока толком не отдохнула сегодня. А вот духовно, душевно, да, это да. Прям душа поет. Так тихо, тихо, тихо. Лишь изредка только птичка какая-нибудь чирикнет. Да, ветер только слышно, как он в кронах деревья шатает. Как хорошо. Тепло, уютно, чисто. Но все равно какое-то чувство незавершенности у меня. Наверное, то, что хотелось бы с каким-то средством тут все полки обтереть. Типа хлорки. Прям вообще, чтобы все убрать. Веник надо обязательно. Влажным веником тоже стены обойти. Веника тут нету. Хочется все-таки завершить тут все. И вообще бы тут стены бы покрасить. Вот эти вот фанерные стены в белый цвет покрасить. Вот это вот оставить коричневым. Потолок белый цвет покрасить. А вот эту вот полку я бы вообще убрала бы в пристрой, потому что она очень много места занимает. На это место повесила бы лучше крючки, и можно было бы тут развешивать одежду и тому подобное. Потому что рядом вот печка, и как раз таки одежда бы, даже если сырая, она бы сохла. Было бы удобно. А если, к примеру, совсем сырая, можно было бы от крючка к тому крючку веревку протянуть и прям сушить одежду. И стену, где вот окошко, я бы тоже белый цвет покрасила, она сейчас серая. Дверь бы я покрасила бы светло-коричневый, ну вот под цвет вот этих вот коричневых оттенков, которые тут есть в этой избе. Почему белый потолок и белые стены? Это потому что будет так визуально казаться, что здесь больше места, и как-то будет чище и опрятнее выглядеть, чем вот эта вот фанера. То есть покрасить фанеру всю и нормально. Прям руки чешутся это сделать, хочется. Накрывать бы несколько хороших чистых подушек. Здесь вот крючочки повесить на подполку и подушки подвешивать. Много идей, как тут можно все улучшить и сделать красивее и уютнее. Сейчас думаю пойти себе приготовить ужин. Буду его делать на веранде. Хочу попробовать разжечь костер в том костровом месте, где вытяжка сверху. Не знаю, получится или нет. Сейчас попробую, по крайней мере, развести костер и посмотреть. Если не получится, то буду готовить тут на печи.
Взяла такие вот прутики для того, чтобы на них готовить сосиски. Сейчас покажу, как это будет. И, кстати, вытяжку, когда костер разводишь, все-таки не все вытягивается. Пришлось открыть окна. Видите, как идет, как дымка такая. Когда я была в подростковом возрасте, мы с подружками, бывало, выбирались куда-то на природу, брали сосиски и делали вот такие же тоже шпажки. И на них жарили сосиски. Сейчас вспомнила, когда начала это делать. Такие воспоминания с детства подросткового. На гарнир для сосисок я решила сварить рис. Воду уже поставила для него. И также у меня есть еще овощи. Думаю, нарезать их и также поджарить. У меня с собой кукуруза, фольга немножко и масло. По дороге сюда в лес купила себе масло сливочное. Раз уж погода минусовая, то вполне можно с собой брать сейчас в походы немного масла. Конечно, можно было бы и половинку собрать, большая пачка, но я подумала, что ладно, пусть будет. Для начала надо кукурузу разместить в фольге, посолить и масло размочить. Потом завернуть и можно класть уже на решетку. Как красиво. Даже не знаю, как теперь это есть. Настолько красиво смотрится. Нарезала красиво кукурузу. И вот такой вот у меня королевский ужин. Как вам, ребята? Напишите, пожалуйста, кто-то делал так вообще, вот так вот именно сосиски готовил на таких шпажках. И кукурузу кто-то в фольге запекал с маслицем. Будет интересно почитать. Возможно, какой-то рецепт есть у вас тоже интересный. Какой я бы могла себе приготовить потом в своих фильмах. Вкуснота. Кукуруза очень нежно запеклась. Такую вкусную кукурузу я еще никогда не ела. Ночь отступила и настал новый день. В этот день я отправляюсь домой. Немного грустный момент расставания с этим местом, ведь эта избушка у таежного ручья запала в душу. На всем протяжении вчерашнего дня во время уборки я представляла, как могла бы улучшить это место. Представляла, как здесь красиво в летнее время. Все зелено, растут лесные травы и цветы. Слышно пение множества птиц. Летом здесь все должно буквально благоухать жизнью.
А избушка эта, кажется, что всегда стояла возле этого ручья, ожидая уставшего путника, чтобы подарить ему тепло и уют, а взамен получить заботу. Ведь чтобы изба жила долго, ей нужен уход. Она живет, пока в ней кто-то греется, пока ручей за порогом шепчет свою вечную сказку для того, кто, сидя у избы впервые за долгий путь, молчит и просто слушает тайгу.